прозрачное утро, небо как будто в тумане, дали станов перламутром, солнце холодное дальнее, где наша первая встреча. Электропроигрыватели под маркой «Радиотехника» были очень популярны в СССР и редко залеживались на полках в магазинах. Они выпускались, как говорится, на любой вкус и кошелек. От аппаратов высшего нулевого и первого класса до относительно простых третьего класса. К нему и относится наш сегодняшний экземпляр электрофона «Радиотехника 301 Стерео», выпуск которого был начат в 1984 году. Но сегодня наш рассказ об одном из крупнейших предприятий Риги, Рижском электромеханическом заводе производственного объединения «Радиотехника». Не все понимают разницу между электропроигрывателем и электрофоном, а она состоит лишь в наличии в одном корпусе усилителя и проигрывателя грамм-пластинок. Если усилителя нет, то это проигрыватель, если есть — электрофон, как, собственно, и этот аппарат. Его усилитель воспроизводит диапазон частот от 63 до 14 тысяч Гц и имеет максимальную мощность в 10 Вт. Электроника собрана на двух платах. Одна предварительного усилителя, совмещенная с регуляторами громкости и тембров, модного в то время ползункового типа. И, собственно, оконечного усилителя, выполненного на кремниевых транзисторах типа КТ-805БМ. В усилителе имеется защита от перегрева выходных транзисторов и от замыканий в колонках. Потребляемая от сети мощность 50 Вт. В этом электрофоне использовали довольно древнее электропроигрывающее устройство, появившееся на свет еще в первой половине 60-х годов, с промежуточным роликом, передававшим вращение диску от двигателя, на ось которого надета ступенчатая насадка, обеспечивающая изменение скорости вращения с 33 на 45,78 оборотов в минуту. Правда, внешне его немного омолодили в сравнении с прародителем. Головка звукоснимателя типа ГЗКУ-631РА, которая, находясь при смерти, изливает из себя липкую жижу, морающая все находящееся под ней. Это так разлагается демпфер, находящийся внутри нее. После этих симптомов пользоваться ей становится практически невозможно. Игла при воспроизведении проваливается внутрь, и головка начинает задевать пластинку, плюс пропадают низкие частоты. Еще в процессе выпуска на заводе понимали про больно уж устаревший проигрыватель, и поэтому с 1986 года начали устанавливать более совершенный звукосниматель с иглой ГЗМ, а с начала 1990 года полностью заменили электропроигрыватель на пасековый марки Ария и выпускали в таком виде аж до середины 90-х годов. Спустя годы одним из слабых мест этого электрофона стал корпус. Рассыхаясь, он буквально разваливается на отдельные деревяшки. Электроника довольно надежная, если б не высыхающие конденсаторы. Выпущено их было много, поэтому до сих пор встречаются часто, а вот выпускавший их Рижский электромеханический завод производственного объединения «Радиотехника», располагавшийся по адресу город Рига, улица Кришина, Барона, дом 130, перестал существовать в 1996 году. Но память об этом предприятии сохранилась не только у рижан, работавших на нем, а и в миллионах выпущенных электропроигрывающих устройств под маркой Ремер, устанавливавшихся в проигрывателях и радиолах других заводов. Ежегодно с его конвейеров сходит около 1 миллиона 200 тысяч аппаратов высшего, первого и второго классов. Их отличает оригинальность конструкции, простота в обращении, высокая надежность. Именно благодаря этим качествам рижская радиоаппаратура снискала у любителей музыки большую популярность. На ковре из желтых листьев, в платьице простом, из подаренного ветром крепкой
окна. Танцевала в подворотне осень, вальс, бастон отлетал. Теплый день, и хрипло пел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщицы золотой, захлопав крыльями. Как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Опьянев от наслаждения, о годах забыв, старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив, и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон.